Привет, друзья! И сегодня я беседую с легендарной личностью, известной личностью Эдмундусом Дауберсом, президентом Всемирной Федерации фитнеса и бодибилдинга. Но как он представит себя сам, мы сейчас послушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Со стороны себя не вижу, потому что даже некогда смотреть по интенсивности наших работ. И ввиду того, что у нас очень определенные и большие цели на будущее, что нас отличает от других международных так называемых федераций, поэтому некогда расслабляться, и мы в большом напряге движемся вперед. Хочется добиться выполнения этих целей, которые мы перед собой поставили. И самое главное, что эти цели реальны по тем наработкам, которые уже сейчас. Цели такие, как уже второй официальный визит в Ватикан, встреча с римским папой, по вопросам тоже спорта, и молодежи, и детей, которыми мы занимаемся, и инвалидами. По вопросам обучения, Международный университет спорта. Также мы поставили перед собой большую цель, можно сказать, такую главную цель, стать ассоциированным членом Организации Объединенных Наций. Тоже наработки очень большие, потому что я являюсь постоянным членом Организации Объединенных Наций от другой организации, не спортивной. Поэтому реально это можно выполнить где-то в течение 2 лет. Ну, поэтому мы несемся, как Чапаев на коне с шашкой, и некогда даже оглядываться по сторонам. Чапаев на коне. Отличное сравнение. Ты как раз ответил на второй мой вопрос, в чем наше отличие, наша федерация от других федераций, и в чем, может быть, их преимущества, и какие современные тренды. Мы идем впереди них или они идут впереди нас? Понимаете, или что-то на эту нет, тему? Основная разница, можно говорить по разным аспектам, этот вопрос разбирать в разных аспектах. Давай в нескольких, в 3 основных Давайте. разберем. Юридически. Этих федераций не существует. Других. Или если они существуют, они только, может быть, начинают свою жизнь, как некоторые, как немцы, скажем, НАК. Но опять мы изучали их статут, устав, конституцию так называемую, потому что они нас приглашали с ними работать. Так это немецкая федерация, она не международная. А какая? Это немецкая национальная организация. Первое. Второе. Они организуют в год только 2 соревнования международных. Юниверс и чемпионат мира. Где континенты, где представители. Или, скажем, даже она, сама организация, пишут в своих протоколах соревнований, что участвуют американцы, а это литовцы, даже с моего города, а это американцы у них, ну и так далее. Очень много цирка. Так вот, юридически, скажем, НАБА – это общественный клуб. Это не федерация, общественный клуб. Ну так клуб, как может быть, скажем, Национальная Федерация России, которая официально зарегистрирована, нас так учили, стать членом клуба. И это называется что? Международная федерация. Клуб. У нас как зарегистрировано World Fitness Federation. ВАБА, скажем, да, она сейчас идет вниз сильно, очень резко после смерти Нубрета, нашего друга. Вот. Это сегодня магазин пищевых добавок, юридический. ВАБА. ВАБА. Да. Новые федерации, так называемые, скажем, очень наглядно, несколько федераций образовалось у нас на глазах и под нашим боком. В 2000 году к нам стали ездить итальянцы на соревнования на чемпионат Европы, мира. Это длилось несколько лет, я думаю, 4-5 лет. И мы тоже ездили к ним, они нам даже такие приглашения приезжали. Значит, приезжайте отдохнуть на берегу моря. Ты имеешь в виду IBFA, Да, приезжайте. Да, не было еще тогда этой федерации. Приезжайте отдохнуть на берегу моря, заодно и посоревнуемся. Вот так вот. В общем, отдых. Спортивных целей каких-то конкретных никто не ставил. Так этого Бяджио Фелизола, он владелец, да не существует этой федерации, даже как владелец, ее нету юридически. Он к нам ездил и учился, мы его учили, мы ему логотип подарили, это его называемой федерации. И они несколько лет
Основа федерации была французы, итальянцы, Словения, и больше постоянных членов не было. 3 страны. Это какой год? Это 2000 до 2005. Как раз в 2005 мы поехали да, к нему. да, кто-то приезжает так просто, опять же, как отдохнуть у моря, кто-то еще что-то. Вот потом французы поссорились с Бяджио Филизолой. Во Франции, которую даже мало кто знает из нас, во Франции образовалась новая, в кавычках, международная федерация. И она утихла очень быстро. В 2010-2011 году примерно Душко Мадзарович, Словения, поссорились с Филизолой. И теперь появилась новая федерация ИБФФ. В общем, смешно. И это продолжается дальше. Кто-то кого-то пнул ногой, новая федерация. Кто-то чихнул, новая федерация. И они называют федерацией, спортсмены это не понимают, что это вообще мышиная возня и чепуха. Все это. Но разные цели преследуют те, которые это называют федерациями и называют свои чемпионаты, там, чемпионаты мира. Какой может быть чемпионат мира, если организация не существует? Организация IFBB, самый IFBB это очень просто. Мы даже статьи написали, если об IFBB говорить конкретно, без обид просто. Без обид, да, потому что статьи не все читают, да, проговорим Джо это Вейдер словами. как Джо Вейдер, а с Беном Вейдером мы несколько десятилетий были личные друзья. Он мне присылал приглашения, я был его личным гостем много раз на многих мероприятиях и во Франции, и в России, и в Малайзии, и в Нью-Йорке, и в Штатах. Личный, как сказать, друг не друг, приятель. И мы как-то находили взаимосвязь в наших отношениях, потому что мы, русскоговорящие, так скажу, и русскомыслящие, это отдельная цивилизация, и они нас никогда не поймут и не понимали, и мы их особенно не поймем, потому что там, с нашей точки зрения, очень много шкурного в них, в этих других цивилизациях. Я еще не говорю о нашем друге Лолите из Индии. Там еще другая цивилизация и другое направление. Очень перспективное, но если не подойти с точки зрения, что мы разные, то мы никогда друг друга не поймем. Не Поэтому договоримся. надо делать снисхождение и входить в то положение, в котором находится твой, как сказать, человек, с которым ты общаешься. Это совсем другой мир. Вот. И значит, даже когда... это все политика, вы понимаете. Надо тогда говорить уже о политических моментах. Конечно, чуть-чуть поговорим о политике. Так перескочу советское время, потому что там тоже очень много политики, за что даже Ватикан наградил нас медалью. Вот, он признал нашу деятельность в советские времена диссидентской, обозначил по отношению к коммунистическому режиму и наградил медалью. За диссидентство? Да, 2001. Да, диссидент по отношению к коммунистическому. Я этого не знал, но так обозначили. Так обозначили нашу деятельность. Это отдельная тема. Я думаю, в следующем году мы издадим книгу на 3 языках об этих временах. И то, что, недавно вышла книга о Владимире Дубинине, который тоже личный друг. Не важно, что мы в разных федерациях, мы даже в любой момент друг другу можем 5 часов утра поговорить и спросить там о каком-то вопросе. Это последний раз разговаривали, наверное, в прошлом году так. Если что-то возникает, поговорить, поздороваться или еще что-то. Не важно, что мы там в разных, как сказать... В оппозиции, можно даже сказать. Так вот, о политике я хочу сказать, что... Спорт, как и весь мир сегодня, он сошел с ума. Бодибилдинг. И то, что мечтал Бен Вейдер со своей организацией, со своим детищем IFBB, это надо уже забыть всем. Единственные мы, наша организация, которые, идя своим путем, мы реализуем мечты Бена Вейдера. Только мы, больше никто. После ухода Бена Вейдера со сцены международного спорта 15 лет назад мир бодибилдинга начал меняться резко. Сначала осторожно, потому что они сами не понимали, куда идут и американцы. Но сегодня о спорте мы можем говорить, опять же, может быть, только с позиции IFBB,
Сантохиной, подразделения Сантохи, и с позиции нашей. Больше ни одна так называемая международная организация нашего спорта в мире не преследует никаких спортивных целей. Только коммерческие интересы? В основном коммерции или какие-то, я скажу, непонятные амбиции. У каждого свои какие-то амбициозные планы. Но в основном коммерция. И с точки зрения коммерческой надо рассматривать сегодняшнюю жизнь IBB. Они распались в 2009 году на две организации. Тогда началось изучение юридических документов IBB. Очень трудно это было, никто же не пустит, но так как они разделились, юрист IBB, австриец Алекс Бауэр и подразделение Азии Пол Чуа, которых поддерживал Олимпийский комитет Азии, они по каким-то причинам обратились к нам, чтобы мы опубликовали юридические документы IBB. Нам прислали 600 документов. Вице-президента IBB и юриста IBB. И попросили опубликовать. Мы, конечно, отобрали самые важные документы. Они опубликованы по их просьбе у нас на форуме, в журналах наших на 3 языках. Основные документы оформлены. И оказывается, что никакой спортивной организации нету и никогда не было. Международной. Это коммерческая фирма, частная, с 3 акционерами. Один основной акционер Бен Вейдер, другие соседи по улице, на которой он живет. В 2000 году, я думаю, в основном по настоянию России, российского подразделения, белорусов, скажем, кому надо отчитываться, кому нужны командировки отмечать, там еще что-то, нужны какие-то счета. Да, минимальные юридические моменты, бухгалтерские. Они настояли, чтобы была проведена регистрация IBB как спортивной организации международной, потом одновременно и европейского подразделения. Но как коммерсанты, кому принадлежит IBB, Сантоха почувствовал, что тут он может потерять контроль над IBB, то сразу все это закончилось. Эта организация, может, она где-то виртуально и присутствует, как регистрирована, как и сегодня, как международная организация, но все происходит только через коммерческую фирму. Схемы движения денег. То есть на данный момент это так? Да. Схемы движения денег IBB всяких. По просьбе юриста IBB мы публиковали. Кому интересно, просто люди могут поинтересоваться и узнать, а деньги показывают жизнь организации. Что это и на что идут деньги, и как идут, и в какие счета, и все это опубликовано. Кому интересно, могут поинтересоваться. И это не мы придумали, это вице-президент IBB и юрист IBB попросили, чтобы мы опубликовали. Мы опубликовали их документы. А зачем? Я не знаю, может, не знаю причин, по которых они попросили. Может быть, потому что наш сайт читают так много людей, как много относительно, 3 миллиона людей ежегодно посещают наш сайт. 3 миллиона посещений. Много, немного, не знаю. Но люди... ты имеешь в виду? Да. Дело в том, что статей, аналитических статей нашего спорта, исторических статей нашего спорта, вообще в мире никто этим не занимается, только мы. Поэтому люди, кто интересуется и кто умеет читать, они читают. Другие не умеют читать, я понимаю, так картинки смотрят. Вот с IBB. Потом недавно, несколько лет назад, 3 года, сколько лет назад, IBB еще опять из-за своих внутренних передряг финансовых опять разделилась. Американцы подумали, что зачем мы будем служить испанцу, мы пойдем своим путем, коммерческим. И они отделились. Даже, вы сами знаете, даже Сантоху застали, он и плакал при людях, там и все такое, над ним издевались американцы на своих соревнованиях и так далее. В общем, они отделились с точки зрения коммерческой и юридической и пошли своими путями. И американцы сегодня делают своих соревнований очень много в мире, разных, под разными названиями. Вот. А Сантоха, как и был, тоже пошел его путем. Просто Арнольд Шварценеггер после его
политической смерти, так скажу, когда семья Кеннеди от него отказалась, дети даже сменили фамилии, отказались от фамилии Арнольда Шварценеггера. Значит, эта семья просто его вычеркнула из политической жизни. Поэтому у него остался только спорт. И он нами уважаемый спортсмен, самый выдающийся, самый именитый из-за Голливуда, из-за семьи, которая его поднимала наверх. Сегодня у него остался только бодибилдинг, ну и что-то там в Голливуде, что-то. Но Голливуд тоже под контролем семьи, поэтому он там особенно тоже уже все. Вот. Тогда, смотри, такой вопрос. Почему, может быть, это с точки зрения спортсменов, АББ федерация более уважаемая и более многочисленная по количеству участников, скажем так, более дорогая для того, чтобы провести, чтобы приехать, заявиться на соревнования, заплатить взнос, оплатить дорогу, гостиницу, проживание. Но с точки зрения мы берем спортсменов. А почему она тогда более уважаемая, раз там все нечисто с документами, или спортсменам это неинтересно? И почему тогда в нашу федерацию летят камни, критика, и не только в уровень спортсменов, уровень организации, ну, разная критика, ты знаешь, но и даже в твой адрес, как главы и президента федерации. Вы знаете, что всегда в любой жизненной деятельности, в любой, какую только возьмите, даже не спорт, любую, если только кто-то активен, сразу летят камни. Это... Вот вчера у нас на чемпионате мира участвовал в категории ветеранов генеральный комиссар полиции Литвы, самый большой полицейский, стал чемпионом мира. Так в него летят камни очень большие, и по спорту тоже. Уже полетели? Да, уже нет, опубликовано? это длится уже 2 недели, до нас. Но очень большие камни. Каждый, кто занимается чем-то активно, каждый набивает очень много шишек. Очень много шишек. Мы когда провели первый официальный чемпионат Европы 25 лет назад при поддержке правительства Литвы, сразу же появились журналисты и другие люди типа подобные. Конечно, кому не нравилось это, когда что-то проходит хорошо. И журналист, мой знакомый из главной газеты Литвы, основной газеты «Lietuvos rytas», ко мне обратился, сказал: Эдмундас, мы были знакомы, меня редакция, руководство попросили написать о тебе плохую статью. Вот он говорит: я тебе говорю открыто, ты говори, я все запишу. А что они потом напишут, там, вот то, когда я дам материал, я за это не отвечаю. То есть они могут перевернуть? И вот Да, к что этому как готов. хочешь, так и было. Ну, он написал довольно долго, интервью записали и так далее, а потом поехало там, знаете, и так далее. Даже с точки зрения журналистской там такая белиберда, а не статья получилась. Ну, в общем, но главное, чтобы шумиха и так далее, и так далее. Чтобы полить грязью, опорочить. Мало кто видит положительные моменты, все ищут отрицательных, скандалов и так далее. Ведь никто в мире, кроме нас, не работает с детьми. У нас вот сегодня, то есть вчера на чемпионате мира самая молодая спортсменка была 3-летняя. Мы занимаемся этим делом уже почти 2 десятилетия. У нас дети, детская категория, начиная с 6 лет. И так каждые 2 года. Ну, очень много 6, категорий 8, 10, детских, 12. много направлений. Мы уже с 2004 года занимаемся фитнесом. Фитнес – это не тот, что все называют фитнесом. Фитнес – это оздоровительное движение, оздоровительное. Мы этим занимаемся. У нас дети тоже опять 6-летнего возраста делают физические упражнения всем доступные, как отжимания от пола, прыжки с места, отгинание, ну не знаю по-русски, отгинание или как на пресс, в общем, ну да. Вот такие вот упражнения, которые доступны, которым не нужны тренажеры, и мы проводим чемпионат Европы и мира уже с 2004 года вот в этих направлениях. Мы общались, мы были приняты дважды в администрации президента Российской Федерации по этим вопросам. Тоже была большая поддержка, но так, я думаю, люди на таком высоком уровне имеют своих проблем, очень много и вопросов. Дальше это дело не пошло. Партия Родина Рогозина очень интересовалась вот этим движением, но тоже, видите, этой партии уже нету сегодня. Вот, поэтому, Все быстро меняется. ну как, основные недостатки
финансирование. Вот вы говорили, почему там на соревнованиях IBB много спортсменов, почему у нас меньше. Дело очень простое, дело финансовое, только финансовое. Мы даже сделали бы очень много добрых дел, если было бы достаточно финансов. Так, благотворительных дел, даже можно сказать. IBB была уже в большом крахе со спортивной точки зрения примерно в 1990 году. Уже большая проблема. И профессионалы все ушли из IBB в другие направления. Винса Макмахана, если вспомнить. Вот. И это длилось несколько лет. Но, в общем, кризис был такой. Спас IBB только бывший соцлагерь. Потому что сразу столько стран влилось туда. А что значит соцлагерь и арабские, и другие такие страны? То, что государство, Министерство спорта по инерции, они финансировали эту деятельность и сегодня финансируют. Скажем, в отдельных странах, как Польша, Чехия, это даже огромные деньги. А скандал в IBB Украины теперь, когда $500 000 пропало с президентом, и президент под следствием находится на Украине, это тоже большие деньги в больших странах, в отдельных странах. Понимаете, и пока государство дает деньги по инерции для IBB, потому что это уже длится 30-40 лет, и это идет финансирование в одном направлении. Поэтому эти страны, они вливаются в чемпионаты, официальные чемпионаты и коммерческие турниры IBB, они имеют большое финансовое подспорье. Хотя бы билеты покупают спортсменам, хотя бы там гостиницы. Это очень, очень большой плюс. У нас этого нету. Мы варимся в своем соку, все. Вот это основная причина, если мы говорим о массовости. Даже, скажем, как можно планировать соревнования, если даже тот, который готовится, он до последнего момента не знает, сможет он прилететь с точки зрения финансов или нет, куда-нибудь там в Индию или Таиланд или еще что-то подобное. Поэтому единственное это деньги. Если бы у нас, хотя постоянно вокруг нас крутятся люди, которые обещают поддержку на очень высоком уровне, но пока что мы эти точки не сводим до конца и не получается. Но сразу будет большой сдвиг, как только получится какое-то минимальное финансирование нашей деятельности. Сразу. И вот как раз это переходим к еще одному вопросу. Одно время, несколько лет, были, скажем так, спонсоры, которые финансировали наши соревнования, и уровень проведения соревнований, именно уровень организации, обслуживание, скажем так, сразу поднимался. Ну, помнишь, когда в Вильнюсе мы проводили прямые трансляции. Ну хорошо, но в Вене мы провели суперчемпионат. Это было 80 000 евро. Человек из своего кармана, один человек из своего кармана оплатил, он не нам дал, он оплатил расходы, и это было 80 000 евро. Такие соревнования. Ну, так, совершенно другая история. Да, да, это уже история. Вот. И если сейчас вернуться к вчерашнему чемпионату мира, ну вот, который только что прошел, то что произошло? Кто хотел подключиться к нам? Была обещана прямая трансляция, приезд президента, место проведения, все поменяли. Что случилось? Ну, просто определенный круг людей нами заинтересовались. Это было 2 недели до чемпионата, потому что мы планировали чемпионат, как всегда, провести на собственные спокойно. деньги? Да, собственно. Но за 2 недели закрутилось очень сильно все. И телевидение, и телевизионщики, и аппаратура, так как вчера баскетбол проходил по всей Литве, не было даже таких технических возможностей, чтобы там нас снимать, транслировать. Были заказаны все эти технические средства из Польши, все было, ну, должно быть привезено. Дело в том, что президент Литвы собирался принять участие. Ну как, может он даже и не знает об этом, но значит его окружение через это шло общение и собирался принять участие на чемпионате. Мне даже позвонили, попросили изготовить специальный кубок, который бы вручился там лучшему. Но только давай уточним, принять участие не в качестве спортсмена, нет, просто, не в качестве спортсмена, да, в качестве гостя. В качестве гостя. Вот, и под это мы тут работали с телевидениями, и с прессами, журналистами, и с, как вам сказать, известными людьми Литвы, которые приняли участие тоже, ну, хотя бы, скажем, в официальной части этого мероприятия. Но так как
с президентом не получилось, потому что, наверное, у него другие планы появились или как, ну, то сразу появились проблемы с телевидением. Телевидение опять выставило нам такой счет, конечно, тут все эти приезды из Польши и так далее, аппаратура и все такое, что, конечно, мы отказались. Соревнования должны были проходить в замке под Каунасом. И там мы 2 недели очень сильно работали, и бумаг очень много написано, и смет обращений. И вот последние дни, как раз, я думаю, из-за участия президента Литвы, неучастия, мы имели другие 3 варианта, и мы провели, как всегда, Самостоятельно? Да. Без спонсорской поддержки, на без собственные спорта, средства? Да. Ну, прошел успешно. Ты доволен прошедшим чемпионатом? Все прошло как всегда. Мы движемся вперед, мы уже в Таиланде одной ногой, дальше у нас после Таиланда В подготовка. Таиланде одной ногой, это значит, через 2 недели будет чемпионат в Да. Таиланде. И, значит, теперь у нас 2 очень крупных мероприятия в Индии. Одно мероприятие коммерческое, довольно солидное, очень солидное. Весной следующего года. Да, на первых числах марта. И хотим через несколько дней после этого в Тадж-Махале тоже провести уже наши соревнования, нашей федерации. Официальные? Да. Вот. А потом на весну очень несколько вариантов. Поляки очень хотят что-то такое крупное организовать. Как всегда в Литве будет 2 чемпионата, как всегда в России будет 1, 2, 3 крупных соревнования. Ну а другие страны пока, я скажу так, особенного и доверия нету. Не хочется, чтобы они хотя бы в каком-то организационном плане проходили, но не очень хорошо, поэтому уже лучше мы по натоптанной дороге будем идти дальше, пока не появится доверие к организаторам отдельных стран. Сколько на данный момент наша федерация насчитывает стран? У нас, если мы возьмем даже последние, скажем, 10 лет, есть пассивные, есть полупассивные, есть очень активные страны. И у нас официально со всеми представителями, которые у нас зарегистрированы, у нас 135 стран со всех континентов. Но, конечно, опять из-за того, что поддержки финансовой нету, кто когда может, тот тогда выступает, приезжает и везет команды. Теперь мы ждали команду из Бразилии, Парагвая, Мексики и Аргентины. Они не приехали. Я думаю, финансы. Все-таки как-то один представитель Аргентины сказал, что это же целое состояние. Приехать, купить билет туда-обратно, гостиница. Это большие деньги для спортсмена, когда нету поддержек. Тем не менее... Спонсоры, видите, они приходят, уходят. И тем более постоянных спонсоров, я думаю, вообще ни у кого нету. Должна быть хотя бы государственная, как это минимальная. Я говорю, хотя бы билеты, гостиница, поддержка или муниципальная. То тогда можно уже многое что сделать. Мы делаем большие дела, вы понимаете. Скажем, телевидение. Телевидение вот это грандиозное телевидение, которое мы тут сейчас планировали 2 недели и работали по этой 2 недели очень сильно. В конце концов, когда не стало этой помпезности, они сказали, мы будем работать как запланировали, но дайте деньги, а это баснословные деньги, понимаете. Поэтому, конечно, мы отказались. Но есть инициативы, и вот Света, вот благодаря вам тоже, 3 года назад, в 2017 году, проходил международный крупный турнир и чемпионат Европы в Клайпеде. Тоже проводили мы скромно, как всегда. Но глобальное телевидение CNN попросило репортаж. Вот вы предоставили репортаж, и миллиарды людей познакомились с нашей деятельностью, нашей федерацией, увидели лучших спортсменов. И так что, когда люди или организации добролюбно, дружественно относятся, интересуются, без какой-то там задней мысли, то есть что показать, есть что рассказать, потому что то, что делаем мы, ни одна другая, так называемая федерация, не делает и не будет делать. ВАДА. Вы знаете, эта тема очень актуальна во всех видах спорта, даже в шахматах. Безусловно. Да. И это мы все знаем. Это я уже подобное интервью давал литовскому телевидению несколько лет назад. И сразу такой вот вопрос. Говорим открыто или нет? Или играем театр, какой театр играется везде, на официальном уровне? Вот такой вопрос.
Открыто говорить, мы все получим по шапке, и те, кто нас поддерживает, тоже получат по шапке. Давай найдем какой-то Не, компромисс, ну давайте решение. что-то так в промежутке. У нас две организации. Всемирная организация фитнеса, Всемирная организация бодибилдинга. И со Всемирной организацией фитнеса мы готовы уже 13 лет подписать договор с антидопинговой агентурой ВАДА. В 2007 году мы получили письмо от директора ВАДА Руни Андерсона, что наша федерация формально считается присоединившейся к антидопинговому кодексу. Все отлично, мы пошли дальше и работать. Но они прислали 2 счета. Это фитнес, модели, дети? Не-не, ну так это уже технические Это уже моменты. технические да. моменты, да. Но да, потому что у нас есть такие, скажем, направления, как вы сказали, дети, аэробика, акробатика, танцы, оздоровительное движение, инвалиды. Мы готовы в этом плане. Мы готовы, давно готовы работать с ВАДой. И это даже не сложно. Но опять мы общественная организация. Господдержки ни в одной стране нету финансовой, а деньги, они немалые. Так вот, они нам прислали 2 счета, которые мы тогда не смогли оплатить. И эти счета будут приходить ежегодно, если мы подписываем договор? Да, нет, ежегодно не будет такой большой счет, как первый раз. Первый счет большой, а потом ежегодно, тогда было 13 лет назад, $2000 ежегодно еще. Но опять потом еще штрафы. За какой счет штрафы? Спортсмены, конечно, если кто-то там нечаянно что-то попадется, спортсмен платить не будет. Опять скандалы, опять кто будет платить эти штрафы? Федерация. Дело в том, что организация ВАДА – это опять коммерческая частная структура. Она при Олимпийском комитете, но это частная структура. И цель частной структуры – прибыль. Поэтому вот вся эта волокита с деньгами длится 13 лет. С ВАДой мы еще пересекались несколько раз. Последний раз в январе этого года наши представители в Канаде ездили в ВАДу. И есть письма, еще мы переписывались. Опять ВАДа, опять только деньги, деньги, деньги. Угу. А тогда какие деньги? Это уже не те деньги, даже которые были 13 лет назад. Это еще больше деньги. Это чем нам надо заниматься, чтобы иметь такие деньги, но на оплату, скажем, антидопинговые компании, да. коммерческих организаций, таких как ВАДА. Поэтому мы открыты, пока мы ждем, хотя и спортсмены, и отдельные, и национальные президенты отдельных стран нашей организации, они очень сильно просят, много раз просили и сейчас просят, чтобы мы все-таки подписали этот договор, что нам потому это что даст? Сразу пойдет финансирование. Но дело в том, что наш вид спорта финансируется только, я как уже говорил ранее, в бывших соцстранах и арабских, африканских и так далее. Во Франции, Германии никогда ни IBB никто не получал ни одного цента. Никогда. Этого не было, поэтому ситуация, это временная, я думаю. Как только начнут разбираться в бывших соцстранах, прекратится финансирование. Как начнут разбираться? Просто никто не разбирается. Мы встречались в Олимпийском комитете Эстонии и говорили вот как раз и о допинге, и о финансировании, и о том. Я сразу им задал вопросы в лоб. Там открыто, вот так тоже открыто будем говорить или не открыто? Если открыто, то так. Они сказали, давайте вообще не будем говорить об этом. Ну так не будем, То есть Тогда мы просто ждем. Мы будем говорить лозунгами и так далее, и так далее. Пока солидные международные организации будут обманывать другие организации, и с трибун говорить, биться об грудь, что там происходит что-то так, а по факту это не так, но мы не сможем нормально работать. Никто не сможет. Мы начали проводить семинары для Советского Союза, первый, при поддержке Госкомспорта примерно в 1984 году. Из Госкомспорта приезжали специалисты в Клайпеду, и мы делали отдельные семинары. Для тренеров? Для тренеров. Они давали удостоверения соответствующие. Потом, когда соцлагерь рухнул,
ежегодно по инерции мы проводили раз в году семинар тренеров. В 1998 году, в Литве, я говорю про Литву, в 1998 году Госдепартамент спорта Литвы, Министерство спорта Литвы, приняло такое постановление, что национальные федерации, выдающиеся удостоверения тренеров, которые выдают национальные федерации без Министерства спорта, они не признаются. И сразу же появились курсы двухмесячные, по-моему, коммерческие, короткие. за довольно немалую плату для тренеров, которые бы там изучали основы физической культуры и спорта и так далее. При Министерстве спорта, или, скажем, при Институте физической культуры и спорта. Так они бы учили только, давали бы основные знания, основы, опять анатомия, там, физиология базу и так самую. далее. Но у нас же специфика очень такая Особенная. однонаправленная, Да, особая. особенная. Поэтому нам нужны наши семинары. И так как тогда пошло дело так, мы тогда просто стали проводить международные семинары под эгидой Всемирной Федерации фитнеса и бодибилдинга. Они проходили в Латвии лет 5, потом мы в Я Литве, помню, потом да. в других странах, и в Иране, и в Индии, и на Украине. Мы эти семинары периодически проводим. Южная Африка тоже просит. Вот. Поэтому уже тогда международная организация наша, она никак не подчиняется Министерству спорта, никак они не могут на нас подействовать. И мы и продолжаем проводить. Но 5 лет назад для улучшения работы с тренерами и специалистами мы зарегистрировали Международный университет спорта и начали работать. В основном, реально, уже конкретно. В Литве мы даже не хотим, чтобы этот университет работал, хотя есть люди из отдельных азиатских стран, которые дают деньги, чтобы в Литве этот университет начал работать. И здания арендовать или покупать, и еще что-то, и студентов они своих бы посылали. Но нам это... А какой смысл Азии посылать студентов в Литву? Они хотят. Именно в Литву? Да. Вот. И поэтому пока работа университетская серьезно ведется только на Украине и в Индии. В Индии и на Украине. Мы стали ассоциированным членом ЮНЕСКО. Есть договор на 5 лет. Поэтому, как-то, можно сказать, кто-то говорит, признают, не признают. Если кто-то где-то не признает в одной и другой стране, но ЮНЕСКО же признает. ЮНЕСКО признала ЮНЕСКО университет. признает. Поэтому это как... Поэтому ты не обращаешь внимания на то, Нет, что... я не обращаю внимания на то, что признают, не Злопыхатели признают. С какие-то нашими университетскими удостоверениями после наших семинаров люди получили работу в более чем 20 странах мира. Получили работу. Поэтому кто хочет, тот признает, кто хочет. Это, что мы сейчас будем заниматься этим вопросом Конечно. признания? Опять, зачем и кому это надо? Вот, что касается учебы. Мы от этого не отступимся, мы и дальше будем продолжать двигаться по университетской линии, как и движемся. Такой вопрос, может быть, даже личный. Как лично Эдмундус Дауберс относится к спортсменам, участвующих в наших соревнованиях, нашей федерации? Те, которые стремятся получить только титул, да, титул чемпиона мира или чемпиона Европы, те, которые хотят только получить прокарту, может быть, да, и те спортсмены, которые с нами из года в год подтверждают свой титул и становятся многократными чемпионами. Твое отношение к этим людям? Оно не меняется. Я думаю, каждый спортсмен, как и каждый солдат хочет быть генералом, так каждый спортсмен хочет стать чемпионом мира или Европы, или получить профессиональную карту, иначе он не спортсмен. Иначе он не спортсмен, каждый. Иначе зачем ты вообще? Я не все время занимался только спортом. Лет 20 я был на государственной службе, а так как у меня 2 специальности, и юридическая, и филология,
Просто я занимался переводами нашей методической литературы по нашему спорту. Многие меня спрашивали, зачем я это делаю. Я и сам другой раз не понимал, зачем я сижу там часами, перевожу в свободное время, эти все переводы делаю, все. Но это твоя личная инициатива была. Ну, я Ты. расскажу. Да. Вот. И потом оказалось так, что 30 лет назад мы издали первый журнал «Арнольд Шварценеггер рекомендует», где я, скажу так, более чем 1000 страниц сделал, 25 страниц. Просто такое учебное пособие для каждого спортсмена. Да. И бывшие соцстраны, русскоговорящие, это было на русском языке, они этих журналов усвоили 2 миллиона. Этих журналов. Я купила в Москве в Да. подземном переходе. Поэтому я скажу, несколько поколений нашего спорта выросли на основе тех методических знаний, которые по тому времени были никому недоступны. Дальше у меня был период бурной коммерческой деятельности после государственной службы. Потому что друзья из Германии, из Италии, из других, они просто меня втянули в эту коммерческую деятельность. И я много денег очень отдавал спортсменам. И автобус купили для одной суперспортсменки, чтобы она могла ездить на соревнования. Мы будем называть имена? Не надо. И содержали несколько ведущих спортсменов, мы содержали. Не только там дорогу оплачивали, не, скажем, там... Подготовку все оплачивали? Да, и подготовку полностью? Нет, полностью. Содержали полностью. Но я скажу так, и потом, после этого отдельным спортсменам давали относительно большие деньги от моей личной коммерческой деятельности. Вы понимаете, я же могу отдать семье, еще что-то приобрести, так или так. Но я отдавал спортсменам и спорту. Ни один не сказал спасибо. Ни один из множества, вообще ни один не сказал даже спасибо. Понимаете? Ну, наверное, не знаю, думаю, что так должно быть. Так немножко позиция наша изменилась по отношению с этим. То же самое происходит, я думаю, и в других странах. Просто те люди, но они как-то начинают делать выводы, что и как происходит с теми деньгами, которые даются на определенную деятельность или определенным конкретным спортсменам. Отношение какое, вы понимаете? Вот представьте сегодня университет, организация, которая являюсь членом в Организации Объединенных Наций. Я не говорю, что там очень огромная такая работа на постоянной основе, но все равно есть работа. Мы не будем называть? Не будем. Потом спортсмены Литвы. Я живу в Литве, все равно они крутятся более-менее вокруг. Деятельность федераций в определенных странах, которые активны. Потому что очень много стран пассивны, но есть очень активные страны, где надо и ехать, и участвовать в этих мероприятиях, потому что они очень активны. Есть отдельные страны, где руководители государств хотят встретиться, поговорить о том, что мы говорим, о том, что мы делаем. Как это в Словакии с премьер-министрами 2 встречались, с президентом. Так вот в России, я говорю, в Индии, на Украине на высших уровнях тоже мы встречаемся, обсуждаем эти вопросы, как получается, как. Ну, к примеру, я говорю. Вот, поэтому на какие-то личные отношения с конкретными спортсменами просто уже и времени нету физически. Есть люди, есть вице-президенты, есть вот у нас технический комитет, есть комитет по детским вопросам, есть другие. Вот эти люди, они занимаются больше как раз и спортсменами конкретно, и ихними проблемами. Мне просто физически я уже не потяну, чтобы еще что-то навалить на себя, еще какие-то конкретные спортсмены, конкретные проблемы конкретных спортсменов. Поэтому просто я уже не могу. Что мог. Раньше не было столько много другой деятельности, а сейчас эта деятельность так несется. Я никогда в жизни не имел столько
деятельности, как сегодня, и столько поездок, только, я говорю, из самолета в самолет, из самолета в самолет, и немножко вдохнул, внуки, 4 внука, и вперед туда и так далее, и некогда расслабиться, вообще некогда. И это не то, что это время от времени, это уже, скажем, если взять следующий год, я уже имею схему, матрицу, и только надо смотреть, в каком месяце у меня есть промежуток, чтобы я могу что-то делать. Люди говорят, которыми я там хотят пообщаться, что когда встретимся. Я говорю, в июне следующего года, в середине июня до конца июня, давай вот встретимся. Вот так. Потому что, очень большая нагрузка. В плотном графике, Да. существуешь. О чем? В плотном графике Да, живешь. да. Время от времени у нас получаются отдельные такие, суперинтересные моменты, как, скажем, соревнования на Эйфелевой башне в этой году. Мы в Париже провели неделю, вели переговоры с владельцами Эйфелевой башни. Они в исключение нам дали разрешение на втором уровне башни провести соревнования. Мы, наверное, там бы провели соревнования профессионалов, потому что толпа там не может Просто не поместится. не поместиться. Но под это нужны были определенные относительно, как посмотреть, относительно для нас большие деньги. И мы эти деньги искали. И были даже 4 претендента готовые эти деньги дать, но мы этих денег пока не имеем. Но имеем разрешение владельцев Эйфелевой башни провести на башне соревнования. Надеемся, в следующем году, может, удастся реализовать эту, интересную затею. Необычная затея, скажем, Да, для необычная, бодибилдинга. да. Согласен. Поедем, конечно, все поедем. Эдмундус, задайте, пожалуйста, вопрос мне, как главе технического комитета Всемирной Федерации фитнеса и бодибилдинга. Мы как организация четко в рамках, мы знаем друг друга много лет, мы знаем, что от кого ожидать, что вы можете от меня ожидать, что я могу от вас ожидать. Я это все точно знаю. Нам нужно очень мало, немножко даже так, как говорят, толчок такой маленький, и мы сделаем очень большие дела. Хочется их успеть сделать, и мы, я уверен, сделаем. Немножечко надо, или чтобы... Еще 1 час в сутки хотя бы, да? Да, хотя бы. И мы этого добьемся и сделаем. Международный олимпийский комитет в 1998 году для ИББ изготовил даже печать, штамп IBB is out. И штамповали все документы, чтобы просто не тратить время. IBB is out. Бодибилдинг, все, это умерло. Это умерло, о нем, как о спорте, не надо говорить. Хотя жалко, конечно, спортсмены дают столько сил и все такое. Нет, направление должно быть оздоровительный фитнес. Не извращенном понятии фитнеса, а в оздоровительном. Опять, начиная с малого возраста, оздоровительное движение, школы и так далее, даже с детских садов начиная. Вот это и есть будущее нашего спорта и федерации фитнеса.